Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что по понедельникам ждете нашей встречи с Алексеем Арестовичем. Он на связи прямо сейчас. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ох, Алексей Николаевич, понеслось, несется прям как из рога изобилия. Новости, отголоски Миндичгейта или, собственно, по-разному это все называют. Подписчики моего канала, всем большое спасибо. На самом деле, очень и очень сложные процессы. На самом деле очень опасные процессы, потому что активизировалось наступление, военную и военно-политическую составляющую мы будем сегодня анализировать. Единственное, что я всех призываю подписываться, ставить лайк. Если вы не видите этот прямой эфир, да, ни на канале Алексея Николаевича и ни на канале Александра Шелеста, то все-таки обзаведитесь VPN или поменяйте страну в настройках. Это очень важно, каналы подсанкционные. Расскажите друзьям и знакомым об этом. Не устаю об этом напоминать. QR-код, который видите возле меня, возможно задать вопрос. Ну а QR-код, который видите возле Алексея Николаевича, это его школа мышления и коммуникации. Поэтому переходите, интересуйтесь семинарами, а также неполитическими темами. Тут недавно разорвал просто ответ Алексея Николаевича о, скажем, специфических фотографиях. В общем, это все туда. О личном, об отношениях, мужском, женском, психологии, философии. Очень интересная, кстати, контент и, кстати, интересные материалы. Мы же начнем непосредственно с нашего сегодняшнего вопроса. Закончите предложение. Победу Украины в войне с Россией и дальше варианты. Украли, достичь было невозможно изначально, профукали профаны и непрофессионалы, или еще обязательно получится добиться. Вот такие 4 варианта, и давайте с этого и начнем. Так что с победой? Надо первый и третий объединить. Украли, профаны и, как вы там называли, дилетанты. Ну, непрофессионалы, да. Непрофессионалы, да. Дилетантизм – это болезнь. Многие думают, что дилетантизм – это когда человек просто чего-то не умеет. Нет, это психическое заболевание специфическое. Вектор его заключается в том, что человек лезет делать то, что он заведомо делать не умеет, и знает, что он не умеет это делать по принципу «так, что там, хули, сейчас сделаем». Не боги горшки обжигают. Да, друзья, проголосуйте вы, что будем делать с победой Украины. Да, вообще, пропало это понятие, но, простите, Зеленский едет в Париж, и в Париже, так сказать, модничает, говорит, 100 самолетов купим, и вообще там ПВО купим, все купим. Макрон его приветствует. Макрон говорит, у нас под Парижем есть штаб коалиции жила. Короче, у нас какая-то такая абсолютно другая картинка предстает. Ровно такая, как надо. Потому что Зеленскому очень нужна была эта встреча в Париже на фоне скандала с Миндичгейтом. Как вы оцениваете, удалось замазать следы? Удалось вот это вот дерьмецо, вот это взять и так развозюкать по витражу, что из себя представляет текущее положение дел у офиса? Реальная цель этой поездки, мне кажется, немного другая. Заключается, ну вот в чем, что и в Греции, и во Франции, еще куда бы он там ни поехал, он скажет следующее. Я принес вам денег. Очень много денег. Друзья мои, это деловые отношения. Если сейчас в Украине мне по какой-то причине станет неудобно, и я выйду, вы же помните, кто вам принес много-много денег на много-много лет вперед? Вот и все. Параллельно, конечно, это пиар. То есть я не знаю, кто там ворует, говорит наш. А я лично забочусь о безопасности и национальной обороне Украины. Изо всех сил, не жалея себя. Съели европейцы это? Судя по всему, да. Нет, европейцы не съели. У европейского прокурора всей Европы, это бывший румынский генпрокурор, посадивший всех и вся, лежит вот такая папка. Там есть такое специальное агентство, которое следит за европейскими деньгами, которые раздаются направо и налево. И по Украине там вот эти папки перестали умещаться уже в комнату для них, отведенную еще в 2022 году. Надо понять следующее. Есть консенсус США, Британии и Европы по снятию Зеленского, что Зеленский должен уйти. Все они это делают по разным причинам. Штаты, потому что не хотят мириться с администрацией Трампа. Европейцы и британцы, потому что он неэффективен.
в деле, который европейцам и британцам кажется самым главным, противостояние России. Но консенсус есть. Его нужно заменить. То, что сейчас происходит, это вторая часть марлезонского балета после картонок. Предсказанное не будем показывать кем на ноябрь. Как бы, да. И вот оно все развивается. Очень важно понять, прекратились споры между американцами, британцами и европейцами, которые были с момента инаугурации Трампа. О судьбе Зеленского. Их уже нет. Уже есть консенсус. Поэтому то, что сейчас происходит, это транзит власти. Его меняют. То, что он делает, он как может пытается раскладывать яички в разные корзины, создавать картинку, антикризом заниматься и так далее, и так далее. Если бы то, что он сделал, подписал оружейный контракт и газовый контракт, это было не на фоне коррупционного скандала, продолжающегося, который будет иметь вторую, третью, четвертую, пятую серию, а в нормальной деятельности это можно было только приветствовать. И еще один способ диверсифицировать газ, особенно в условиях, когда нам уничтожают газовые хранилища. Еще один крупный оружейный контракт, действительно крупный, серьезный. Вопрос, как он будет реализовываться, но, допустим, он подписан. Это можно только похлопать. Более того, я могу похлопать ему прямо сейчас. Он сделал 2 хороших дела. Проблема в том, что все эти 2 хороших дела не отменяют 2222 плохих дела, которые он сделал до этого. Ну, погодите, контракт хороший, но это несуществующие деньги, несуществующее оружие, этого всего нет. Какие 100 рафалей? Какие войска после окончания войны в Украине? Зачем? Смотрите. Тут же что нужно понимать. Если сильно надо будет Франции продать 100 рафалей, она выдаст кредит Украине. Долгосрочно, на 10 лет, все равно их быстро не произведешь, быстро не поставишь. Это контракт 10-15 лет, 100 рафалей поставить. Плюс-минус создать инфраструктуру. Это для будущих вооруженных сил Украины. Это не прямо они завтра окажутся на поле боя и будут громить там все, что движется. На такие сроки вполне можно дать европейский кредит, французский кредит, еще какой-то кредит, кредит международного какого-нибудь банка там, и так далее, и так далее. Это действительно вызывает ряд вопросов. Реализация этого контракта, насколько он реален и так далее. Но это нас уводит слегка от главной темы, я так понимаю. Если хотите, можем исследовать этот вопрос, но смысл как бы в чем? Смотрите, там пылает Мариинский дворец, представьте себе. Зеленский подходит и кидает 2 карты. Газовый контракт, туз, 2 туза, один из них козырный, оружейный контракт. Ну и что? Что это изменит? Прям пылает. Пылает. То есть это не подстава, это не шоу, это не какие-то, ну, скажем так, Подстава, сценарные не ходы. шоу. Смотрите, помните, мы с вами версии раскладывали, возможно, сценарные? Я все больше придерживаюсь версии, что Зеленский с Ермаком думали, что они договорились с НАБУ и теми, кто стоит за НАБУ. А просто на каждый ход оказывается еще маленький шажок, про который их не уведомляют. Ну, по сути, с ними играют в оперативную игру. В нужный момент меняются карты, колода оказывается крапленой, ну и все, здравствуйте, браслеты и засовы. Как бы, да. Объясните. Ну, им говорят, допустим, смотри, сейчас сольем Миндича. Ну, мы там договорились, как бы, да, все нормально. С ним, на них все скидываем. Ну, плюс Галущенко, ну, там явные связи с Деркачем. Ты пойми, ты делаешь грозное лицо, как бы, что там еще, вводишь санкции, гражданство забираешь там, и прочее, жестоко наказываешь. Мы помогаем тебе это купировать, пишем пару статей, что ты нормально борешься с коррупцией, вот оружейный контракт, вот газовый контракт, все хорошо, все замечательно. И Зеленский уезжает в Европу, думает, ну, порешали. И вдруг бац, Умеров. А про Умерова главное, что нужно знать, что он гражданин США. Кривонос Семен сегодня, функционер НАБУ, заявил, что следующее расследование – это расследование в оборонке. Это куда более полезная тема, чем энергетика. Это оборонка в воюющей стране, украденная, там будут сотни миллионов долларов украденных у солдат во время войны. И Али-Баба, Малыш, сам Умеров, они все там. Поэтому тут что нужно понимать? А воровались-то американские деньги, в том числе. Как вы думаете, как мы видели уже по пачкам, да, в НАБУ? Как вы думаете, как отреагируют американцы, узнав, что американский гражданин воровал американские деньги? Ну, посадят, а ты не воруй.
Посмотрите, у него не осталось вариантов. Ему нужно идти на сотрудничество со следствием. Это единственное, что может более-менее обезопасить его относительно, раз. И второе, самое главное, его семью, живущую в США. И все его бизнесы, которые там в том или ином варианте он построил. Поэтому он почти 100% пойдет, если уже не пошел на сотрудничество со следствием. И значит, расскажет много вкусного, интересного и забавного. Это не значит, что оно будет опубликовано, но то, что в распоряжении следствия американского это будет, я уверен, почти на 99%. Почти на 100 точно. Поэтому знал ли об этом Али-Баба и малыш? Я думаю, нет. Они думали, что как бы кризис будет сильный, локализованный. Мы сдадим часть этой истории, как бы, да, стряхнем и покажем, как мы боремся с коррупцией и передоговоримся. Но каждый раз там вот они договорились на 15 сантиметров, вылазят еще 2, и они не успевают. Ну, Али-Баба это, конечно, мощно. Али-Баба и 40 разбойников. Это прям, знаете, сегодня Чернышов, это ровно неделю назад вы говорили, ребята, говорит, ну вы же не понимаете масштаба этого ужаса. Вице-премьер деньги берет. Он пошел в несознанку, говорит, я не знаю, кто такой Че Гевара, голос мой вроде похож. Ему 55 миллионов выставили залога, ну, просят залога. И кажется, что кум Зеленского, а это кум Зеленского, да, ну, то есть все же как бы понимают эти особняки, которые строятся и так далее, вроде как слабым звеном не выглядит. Но если так посмотреть на ваш пример с Умеровым, там же еще есть фигуранты дел, это Галущенко, да, Гринчук, они не присутствовали сегодня на заседании профильном, там Верховная Рада приглашала НАБУ, с ними там беседовала, то есть отморозились. Министр бывшая уже написала заявление, еще пока не проголосовано, но тем не менее, она вроде, говорят, тоже умотала за рубеж. И вообще складывается впечатление, что им как бы дают выезжать, дают порешать набушники. Насколько здесь видна стратегия? Это специально их выпускают, чтобы их там прижать, и там все рассказали? Я думаю, да. То есть тут двойная история. НАБУ заработает, а ФБР получит свидетелей просто. Поэтому, да, как бы, деликатно сказать, поймали в ловушку. Они в паническом состоянии, у них рушится все, земля уходит из-под ног. Исчезает пол в лифте на 24 этаже, поэтому они хватаются за стенки и начинают под давлением хвататься за те решения, которые им кажутся идеальными в данном случае, сбежать. А им подсовывают эти решения. Поэтому НАБУ говорит, ребята, я фантазирую, конечно, я не знаю, так это ли. Он говорит, да мы сейчас все порешаем, там делов-то. Фонд детям переведите, 44 миллиона. Вот, и как бы все, и выезжайте. Но вы же понимаете, человек, который выехал за пределы Украины, не все обладают возможностями Фирташа сидеть 12 лет в Вене, там или сколько он сидит, 8. Не будучи выдаваемым США, остальные вполне могут разделить судьбу Лазаренко или около того. Поэтому, мне кажется, их красиво развели. И разводят. Развели, чтобы что? Чтобы обрушить Зеленского, убрать его от власти, а технически, чтобы задержать и получить технические показания. Так или иначе. Скорее всего, оформлять все как сделка со следствием. Поэтому они более-менее легко отделаются. Кто отделается, кто нет. Сколько вы даете Зеленского, если это видение, которое мы сейчас имеем на данный момент, подтвердится? Смотрите, давайте проанализируем то, что звучало в прямом эфире. МИД Турции говорит о том, что до 3 декабря переговоры должны начаться. Россия и Украина. А Турция выступит посредником. Дата названа. Они говорят, что почти в ультимативной тональности до 3 декабря ничего не знаем, переговоры должны начаться. Считайте, 3 недели. Наверняка там должны произойти какие-то события. То есть обнародование еще большего объема материала, еще более скандального. И, соответственно, вынужден будет реагировать международное сообщество, украинское общество, армия и парламент. Центр будет в парламенте. Ходят темные слухи. Это пока всего лишь слухи.
что сегодня был бунт на согласительном совете. Голос, Евросолидарность и примкнувшая к ним Юлия Владимировна сказали Ермака в отставку, новая коалиция, техническое правительство, и иначе ничего не подпишем, бюджета не будет и всякое такое. Но уже хорошо. Это ведь нету еще второй части материалов, третьей, четвертой, пятой. Поэтому, я думаю, пойдет все обвально и пойдет достаточно быстро. Да, ходили слухи и вбрасывали слухи в медиа, что вторая порция будет аж в январе. Но, с другой стороны, Трамп говорит, я думаю, мы скоро закончим. Песков заявляет, что да, мы готовы к новой встрече Трампа и Путина. И мы заинтересованы в внимании. Кремль почти никогда так не говорит, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее. МИД Турции говорит 3 декабря. Но глядя на все это, мне кажется, что основные события произойдут таки до Нового года. Я уже не знаю, до 3 или декабря, но где-то в кратчайшие сроки. Тянуть никто не станет. Дело в том, что когда ты реализуешь операцию по транзиту власти, ты не можешь ее растягивать месяцами. Что власть опомнится, события, то все, там переформатируется и так далее. Если пошел процесс снятия, а я по совокупным признакам все-таки думаю, что он пошел, такая гипотеза рабочая, то действовать будет по принципу ошеломить, не дать опомниться. Вот смотрите, Умеров же ниоткуда-нибудь сообщил, что он не вернется. Может, он, конечно, и вернется. Но он сообщил об этом из Соединенных Штатов. Ну, как вы думаете, к нему вежливые, интеллигентные парни уже успели зайти на чашечку кофе? Или он спокойно прошел этот самый и поехал домой к семье и там пьет чай? Да я вообще не понимаю смысл этих командировок. Вообще странная география. Да? Турция, Катар, Арабские Эмираты, потом США. А вообще у нас кто такой глава СНБО, чтобы вот так вот колесить? Нет, он Это так как тоже бы... большой вопрос. Он как бы глава переговорной группы двухсторонней с россиянами вроде как остался. Это тут понятно. Но по большому счету Данилова мы так не видели, который ездил туда-сюда. Смотрите, в любом случае такие командировки подписывает ему лично президент. Потому что он секретарь РНБО, а президент глава РНБО. И он должен его своим распоряжением отправить в командировку. Если это большая комплексная командировка или продленная командировка, для этого должны быть соответствующие бумаги. НАБУ, кстати, может их затребовать в рамках там, уголовного дела и посмотреть, кто как кого посылает. Но, допустим, он решает, как нам говорят, вопросы пленных, вопросы координации, вопросы посредничества, переговоров и так далее. Хорошо. Тогда командировка в какой-то момент должна быть закончена, он должен вернуться. Если он сейчас вернется, я, кстати, этого не исключаю, потому что я представляю, как его сейчас уговаривают вернуться. Тут вопрос, кто говорит лучше, Али-Баба или 40 разбойников из ФБР. Ну, допустим, его уговорили вернуться в рамках какой-то игры, он возвращается, как Чернышов. Я думаю, что в этот день или на следующий НАБУ выкатит ордер на его арест и опубликует материалы, где он фигурирует как растратчик средств там, или организатор коррупционных схем или участник коррупционных схем в сфере юрисдикции Министерства обороны. Поэтому возвращаться ему – это ехать на эшафот в камеру. Но если он хоть сколько-нибудь понимает, то он вряд ли поедет. Ну, с другой стороны, ФБР же может сказать, езжай, родной, там, или какие-то там добрые парни, езжаем, нам так будет лучше. Он будет вынужден ехать. Всякое может произойти. Но мы увидим в ближайшее время. Уже анонсировали, что 20 числа, в четверг он приедет. Посмотрим. Вообще, конечно, Алексей Николаевич, я от людей, от многих разных, с кем общаюсь, из Украины, выехавших, ну, просто как в общении, в личном. Они говорят, елки-палки, когда их уже всех пересажают? Как они достали? Это говорят мне люди из Украины, которые там без света, вот это все на генераторах и так далее. А какие у вас эмоции возникают? Вот этот карточный домик, который, ну, шатается, не знаю, как рушится, но шатается. Понимаете, какие эмоции? С одной стороны, очень человеческие. У меня хорошая доля злорадства. С другой стороны, у меня чувство глубокого удовлетворения, потому что, если вы помните, все это я анонсировал 2 года назад. И эти люди, которых сейчас арестовывают, задерживают, и под которыми шатается трон, организовали травлю общенационального масштаба против меня за то, что я об этом сказал и говорил об этом системе. Поэтому, как бы,
Я вспоминаю старую армейскую пословицу «Земля круглая, но имеет форму чемодана». И на углу ты обязательно встретишься и понимаешь, что вот этот угол. Но это там 10 и еще 5%. А 75% у меня, или 85% у меня глубокое сожаление о том, какую цену придется заплатить за крах этого режима и крах так называемый, это термин, который мы используем в кругу я, Романенко, Юра, там, да, Сергей Датюк, Второй Украинской Республики, если первый считать УНР. Вот. И цена катастрофическая по людям, по территориям, по ресурсам, по жизням, по упущенным возможностям. И оно очень сильно, вот ощущение этой цены, горечь за то, что происходит, очень сильно перекрывает там чувство личное, там, я же вам говорил, там, да, или там чувство поквитаться за травлю, там, и так далее, и так далее. Поэтому в основном сожаление, к сожалению. К сожалению. К сожалению, сожаление, да. К сожалению, сожаление, да. К сожалению, сожаление. А кто вместо Зеленского? Такие удивительные люди, как львовский профессор, говорит нам, что это или Белецкий, или Залужный, да, или Буданов. И ты так сидишь и смотришь, думаешь, ну да, вот это достойники. Давайте сейчас сразу проговорим. Белецкий, Залужный, Буданов не устраивают Соединенные Штаты. Трампа, они однозначно фиксируются как партия войны. А поскольку Трамп ведет дело к миру, скрипачи не нужны. Залужный устраивается Британия, в каком-то смысле ее произведение, ваза, которую они так готовят. Сейчас между США и Британией идет дискуссия на тему да или нет. Что касается Европы, то надо понимать следующее. Никто в Европе не будет оплачивать ни националистический реванш, ни партию войны. Даже если европейцы хотят, чтобы мы воевали дальше, сдерживали Россию, то точно не на условиях власти военных. Почему? Потому что это прямо противоречит ценностям и законодательству ЕС. Всему комплексу представлений о том, какая должна быть политика. Поэтому всех наших залихватских военных ждет очень большое разочарование. И ждет она также тех, кто их поддерживает. Это с вероятностью 95%. Конечно, часть из них может пройти в политику, занять должности в новой конфигурации власти какой-то там, да, и так далее. Но смотрите, Украина абсолютно не самостоятельна финансово и в военном отношении. Все это дает Запад, спонсоры, Европа и США, Британия. Поэтому они будут определять реальную конфигурацию. Хотим мы того, не хотим. Можно говорить сколь угодно о суверенитете, там, о всем остальном. Кто дает деньги, тот и будет определять конфигурацию. Они поддерживали режим Зеленского, они снимают Зеленского, они будут определять новый режим. И я думаю, что центром легитимизации и перехода, и дальнейшего будет парламент. То есть некий вариант Турчинов-2. Кто это будет? Арахамия, Турчин, там, Юля, Разумков или еще кто-то, неожиданная фигура. Это как бы вопрос технический. Скорее всего, все уйдет в парламент. Почему? Потому что всем нужна легитимность. Американцам нужен легитимный представитель на переговорах с Россией, признаваемой Россией. Европейцам и британцам нужен человек, которым они смогут ответить своим СМИ, своим налогоплательщикам и своей оппозиции, почему вы продолжаете давать деньги. Кому? Хунте военным? Пардон. И украинским силовикам в первую очередь нужен кто-то, чьи приказы они будут считать легитимными. Что такое украинский силовик? Он приказы выполняет только после того, как ему отдали письменное распоряжение в присутствии 40 свидетелей, сняли на 8 камер и поставили 4 подписи и 16 букв печати. Они все боятся Гааги, они все боятся украинских судов, европейских судов, американских судов, международных судов, российских судов и так далее, и так далее. Им нужна железная легитимация, чтобы сказать, это не я, мне приказали. Я был военнослужащий вооруженных формирований, честно выполнял свои обязанности. Вот с ними и разбирайтесь. Поэтому силовики первые, кто будет требовать легитимизации. Заметьте, ни Залужный, ни Белецкий, ни Буданов не прокомментировали скандал с пленками Минтича. Почему? Потому что сразу, хотя высказались все, даже бабушки у подъезда, это сразу показывает наличие у людей политических амбиций. Они могут сказать следующее, что мы люди при погонах, не наше дело заниматься этим, наше дело воевать. Вот сбор на донаты, пожалуйста, и так далее, поддержите нас.
Но на самом деле промолчать о крупнейшем коррупционном скандале в верхушке власти, это значит сразу заявить политические амбиции. Если вас интересовало, есть ли политические амбиции у Залужного, они есть. Иначе бы он не промолчал. Они молчат, первое, потому что они играют, у них есть планы. Второе, они играют свою игру. Третье, они понимают, кто снимает Зеленского. Они не хотят быть прикованным к трупу Зеленского политическому, то есть выступать в его поддержку, а выступать против, хотя наверняка их просили, или как минимум просил Алибаба удержаться, они не комментировали, они сказали, они с охотой сказали, конечно, мы комментировать не будем, по той простой причине, что они крупно поссорятся с теми, кто будет потом, как они считают, давать им деньги на армию и пенсионеров и на соцвыплаты. А это значит, что эти люди мыслят политически. Имидж бравых вояк, обезбашенных, которые они себе создавали, это все... Напускное, да. Они очень грамотно считают и прекрасно понимают, что если сняли Зеленского, 3 обложки «Тайм», то Белецкому очень быстро могут вспомнить руны, убийство вьетнамцев, что там еще, там, как это, там много чего с 14 по 22 и далее, и так далее, и так далее, и так далее. Буданову тоже очень много могут вспомнить. Там при его руководстве ГУР превратился в конторку по вырезанию темок на широком фронте от Сирии до Африки и так далее. Там есть что вспомнить. Одна закупка снарядов через ГУР. Когда по некоторым европейским данным от 400 миллионов до 1 200 000 000 евро исчезло бесследно в чьих-то карманах. Вот. Ну и понятно, что много чего можно вспомнить Залужному. Далеко ходить не надо. Генпрокуратура Германии подозревает его в организации операции. Подозревает это международный экономический терроризм. На секундочку. Слушайте, вы какую-то картину описали. Все на крючке. Конечно, а так строят, так это делается. Извините. Поэтому над ним висит дамоклов меч обвинения в тягчайшем международном преступлении. Он без 5 минут международный преступник. Поэтому они прекрасно все понимают. И как люди, имеющие политические амбиции, являются предельно управляемыми. Предельно управляемым через свое полууголовное прошлое и настоящее. Или уголовное с точки зрения, например, той же прокуратуры Германии. И второе – деньгами способ. Поэтому картинка, где бравые военные на танках въезжают, всех арестовывают и начинают править железной рукой, вы забудьте. Это, даже если какой-то идиот на это бы решился, это бы не просуществовало 2 недель. Просто перекрыли бы кран с помощью, и на этом бы все кончилось. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот говорят, да, есть же такая штука, как сукин сын, но наш сукин сын. Это было во времена Холодной войны. Сейчас так не работает, от этой практики отказались. Европейцы никогда не дадут денег нелегитимному правительству. Никогда. И так проблемы. Посмотрите, что заявляет Орбан, что заявляет Фица и так далее. Орбан так говорит, это все, что алкоголику ящик водки запой. И так с этим проблемы. А теперь еще утрата легитимности. Поэтому перспективы весьма управляемого процесса, который, скорее всего, будет решаться через парламент. Что хорошо? Это означает неминуемые выборы. Если власть переходит к парламенту, парламент будет вынужден под давлением Запада и общества назначить, и обстоятельств назначить выборы. Это должно будет случиться не позднее 6 месяцев, я думаю. Алексей Николаевич, я просто не могу вспомнить период, гуглить не хочу сейчас быстро. Вы же помните материал в «Политико», который всех шокировал одно время? Вы, по-моему, тогда еще были с офисом. По-моему, я могу ошибаться. Когда выходят материалы и говорят, что, ребята, если вдруг Зеленского убьют, война же, да, тогда у нас будет править военный кабинет. Ермак, Стефанчук, это все. То есть ничего не произойдет, все управляемо. Почему вы уверены, что если условно сейчас через парламент соберут правительство национального единства, поменяют условно фигуру, или, например, не оставят Зеленского, но хромым, в общем, концентрацию власти переместят на это правительство, будет у нас какая-нибудь или какой-нибудь канцлер, да? Почему вы уверены, что выборы будут?
Смотрите, никакого военного кабинета не будет, потому что весь этот военный кабинет, он на этих пленках. Вот этот военный кабинет и срезают. Раз. Как бы Зеленский как фигура умолчания, там, как там, покрашенный столб на главном троне, пока все решает правительство, Верховная Рада, тоже не будет, потому что это не в характере Зеленского. Он будет бороться до последнего, совать в палки колеса. Убедились все в его неспособности договариваться, как бы, да, адекватно оценивать обстановку. И именно поэтому запустился транзит. Вот нас поправляют, что Буданов комментировал коррупционный скандал в энергетике. Он сказал, НАБУ и САП сделали свою справу, свое дело, а президент одобрил правильное решение. Это вот как раз история показывает, что... Нет, но они все поддержали. Из них он самый политик такой прям. Но они все поддержали. Зеленский борется, Зеленский молодец. Сейчас вот тренды. Он мученик такой за правду. Мученик, да, НАБУ работает на Россию и так далее. Но заметьте, у нас есть еще одна история. Вот у нас ДБР расследует коррупцию на 45 миллионов долларов в Национальном антарктическом научном центре. А кто же его возглавляет? Вот этот симпатичный мужчина, боец из бойцов, суровый боец Айдара, комментарии которого всегда отличались жесткостью и принципиальностью. Правильно? Да, дикий. Поэтому, да, смотрите, вся эта история запущена, мягко говоря, широкая история. Широкая история, и военный кабинет как раз и удаляет хирургическим путем. Знаете, давайте закончим с, вот такой духоподъемной. Я не то, что тут действительно, к сожалению, больше сожаления, но не по этим людям, а по ситуации. Потому что это, безусловно, усугубляет ситуацию для Украины. Вот прям четко это можно определить. Алексей Николаевич, по фронту, если пройтись, как этот скандал, как вот эта вся движуха влияет непосредственно на этот этап войны и на военные боевые действия? Есть ли прямая взаимосвязь и какая? Самая очевидная мысль, она же какая, что это снижает морально-психологическую составляющую бойцов на фронте. Но поверьте, морально-психологическая составляющая бойцов на фронте очень далеко от этой всей истории. Бойца на фронте интересует, там, не летит ли его дрон, прилетит ли его дрон, эвакуируют ли снаряды, зарплата, СЗЧ и прочее, прочее, прочее. Это интересует военных блогеров. Они все спешат высказаться, рвануть тельняху, за что мы воюем, там, и так далее, но не реальных бойцов. Реальных бойцов волнует то, что они бессменно сидят в этих окопах, которые по 20 FPV атакуют каждые сутки. Что у них нет смены. Поэтому у фронта всегда были свои специфические проблемы. Проблемы фронта не напрямую коррелируют с проблемами разоблачения коррупции в высших эшелонах власти. У фронта всегда есть свои конкретные потребности. Машина, дрон, сменщик и так далее. Особенно сменщик. Поэтому у фронта свои самостоятельные проблемы, которые развиваются самостоятельно, но в силу решений, принятых вот этим самым военным кабинетом и всеми этими лицами, которые на пленке, раз, то есть они виновники непосредственно. Второе, они скажутся проблемы на фронте, они усугубят положение всего этого снимаемого военного кабинета. То есть им еще и это предъявят в результате. А теперь представьте, вот фронт, мягко говоря, сейчас проблематизируется с каждым днем все сильнее и сильнее, и вылезает коррупция в оборонке. Сколько своровали у этого фронта на крови солдат. Вот это следующая стадия, которая нас всех ожидает. Я не думаю, что фронт рухнет от политических новостей или антикоррупционных разоблачений. Фронт будет обсыпаться все сильнее и сильнее, быстрее и быстрее по объективным причинам отсутствия личного состава. Поэтому эти все товарищи, Алибаба, Малыш и прочие, они же в каком положении находятся? С одной стороны, им сейчас надо идти, если они хотят реально удержать фронт, идти на очень жесткие решения, то есть снижать призывной возраст и ужесточать мобилизацию максимально. С другой стороны, они на это не пойдут, потому что это подорвет их легитимность. То есть они сейчас своим бездействием будут ухудшать положение на фронте все сильнее и сильнее. Что им тоже будет поставлено в вину в кратчайшие сроки. Понятно, тут как бы такой цуксванг, тут каждый ход, да, но есть же как бы
через катарсис, через катастрофу какое-то очищение. Ну, условно, дать где-нибудь прорвать, возможно, мы это сейчас наблюдаем в районе Гуляйполя, а потом сказать, все, Родина в опасности, смотрите, вот уже на подступах к Днепру, к Запорожью, и именно это использовать как повод для вот понижения мобилизации и еще большего вербования. Это не подействует, потому что на фоне скандалов в оборонке и скажут, так а что же вы воровали сотнями миллионов долларов у этих самых солдат? Может, поэтому и обрушился фронт? У них не осталось вариантов. Это надо очень хорошо понимать. Любой вариант ведет их к проигрышу. Более-менее громкому, более-менее быстрому падению. В том-то и причина паники, в том-то и причина, почему они все разбегаются и почему бунтует Верховная Рада. Я так гуляй-поле, мы сейчас перейдем к непосредственно там событиям на фронте, но я к более таким вещам специфическим. Сегодня небезызвестный всем российский философ Дугин пишет, что пришло время как раз-таки на границах гуляй-поля украинцам задуматься, а не предать ли им Запад. Ну, мол, смотрите вы, какие негодяи нехорошие, бутафорская помощь, все дела, а вот мы к русским. Что вы думаете по поводу вот такой оценки, что именно сейчас этот период? Для этого русские наделали слишком много ошибок. Подробности того, что они делают с нашими пленными в плену, и того, что они делают на оккупированных территориях, вызывают оторопь. Это принципиальнейшая ошибка, которую они совершили. Им бы простили удары по жилым домам. Почему? Ну, потому что это эксцесс войны, там этот долбанный шахет или там ракета летит, она как бы может и промахнуться. Но, условно говоря, тюрьма, изоляция в каждом крупном районном центре, там аналог ее, да, изнасилованные женщины, издевательства массовые над пленными, 460 трупов неизвестных, неопознанных в Изюме и так далее, и так далее. Это же все свидетельства наших пленных, которые освобождаются из плена, расследования международных организаций. Это слишком тяжелый груз для того, чтобы слиться в экстазе с Российской Федерацией и предать за раз. Во-вторых, западный вектор не исчерпан. Теоретически, вот при определенных там, развитии исторических воронок, сценариев можно представить, что Украина предъявляет совместный иск с Россией и Западу, как кто-то сказал, не помню кто, еще в 2023 году. Вот, но в какой-то параллельной ветке реальности. Но для этого должно быть тотальное разочарование в Западе и тотальное очарование России. А Россия слишком сильно тупила и тупит для того, чтобы ей очаровались и перешли на ее сторону. Меньше надо убивать и издеваться просто было и так далее. А Запад все еще относительно дружественнее заботится о нас в меньшей степени, чем хотелось бы, но, по крайней мере, он сажает наших коррупционеров или пытается их снимать. Это очень большой плюс Западу. Смотрите, кого ставят функционерами на оккупированных территориях? Люди, у которых у местного населения не самые лучшие впечатления, мягко говоря. Вот сидят люди в Херсоне и понимают, что мэром Херсона был там оккупационного кто там. Некий странный господин, к которому много претензий. Но русские ставят его и удерживают силой штыков, пока он не сбежал. А Запад все-таки сажает наших коррупционеров. И симпатия народа склоняется к Западу. Подождите, а кто сидит? В смысле, еще никто не сидит, но видите, вот посадили Чернышова. Чернышова же посадили. Там, возможно, посадят Умерова, возможно, посадят Ермака. Так это все бутафорская история. Ну, погодите. Смотрите, народ же так не думает. Народ же рассуждает как, что вот смотрите, вот на Нет, подождите, вот, в России, да, если этого Тимура Иванова посадили, то его посадили. И всех вот этих генералов, и всех вот этих, ну, как бы коррупционеров. То есть, опять-таки, я не говорю, что я не защищаю сейчас, я понимаю ваш набор аргументов, но вот смотрите, вот там посадки и тут посадки, если мы берем коррупционную историю, две большие разницы. Тут Миндичу дали сбежать, еще и гражданство у него забрали с секретным указом для того, чтобы его не выдали потом, понимаете? Это большая разница. Саша, смотрите, народ так не думает. Он никогда так не мыслит. Я ему говорю, как мыслит народ. Народ говорит, так, нам сальдо, на котором клейма некуда было ставить, поставили Россию оккупационным мэром Херсона и держали его на штыках. При нем были подвалы там с пыточными для 14-летних, 15-летних и так далее, и так далее. И если они придут снова, то будет та же история, думает народ. Правильно? И так далее. Я же говорю, вот это была главная ошибка России. Главная принципиальная ошибка России, которая поломала планы Дугина и всех тех, кто хотел там воссоединения на очень, очень надолго.
А Запад вроде как наших даже на уровне президента пытается сбивать, садить, там, контролировать и так далее. Наверное, лучше Запад. Вот так думает примерно народ, понимаете, да? Поэтому рано или поздно веревочка, вот она там и так далее, и так далее. Если прийти к народу и сказать, что они там посадили замминистра обороны России, то народ его знать не знает. Он видит, на кого ставят россияне. Он задаст вопрос, а вы кого хотите нам гауляйтером Украины? Медведчука? Мы как бы видели, знаем, не хотим. Поэтому, понимаете, не секрет, что Россия, когда она оккупирует, она всегда ставит исторически ставит на не лучшую часть местных элит, скажем так. Это чисто монгольская фишка. Еще со святым Александром Невским они обошлись точно так же. Он был самый захолустный из всех тогда претендентов, существующих на Руси. И именно его использовали монголы, потому что он тотально зависел от них. Это просто рациональный ход. Взять человека, который тотально зависит от оккупантов, и поставить его служить. А для местных он выглядит кем? Всегда. Последним подонком и предателем. Поэтому вот эта манера исторической России, она положена уже на события 21 века, на оккупированных территориях, на вот том, что там вызывает глубокое отторжение к перспективе объединения с Россией на данном этапе. Вот. Слишком много они делали и делают на оккупированной территории и с пленными. Их колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка. Если бы они обращались с пленными достойно и не устраивали там трэш пусть даже для проукраинских, не для широких масс, широким массам они там платят пенсии действительно и так далее, а для широких, вот пусть даже для проукраинских элементов, как они говорят, но шансы было перетянуть Украину или оккупированную часть Украины, завоевать умы и сердца в пользу России по сравнению с Западом были бы, скажем так, превосходящие. Но они наделали и делают такое количество ошибок, что вряд ли на этом этапе. Но что я могу предсказать? Что откат и на Западе всерьез рассчитывают в их сценарном планировании, что в Украине будет рост антизападных настроений. Не дали победить, не дали завоевать, отвоевать, не дали достойно свести в ничью, не дали, поддерживали коррумпированное правительство долгое время, позволяли разборовывать деньги, и еще и навязали позорный мир с Россией. Вот так это кончится. Поэтому Украине придется пройти, как и украинскому коллективному бессознательному, такое бурю в аквариуме, когда, если аквариум – это череп, коллективный череп, то вот эти волны рушащейся картины мира будут раскачивать его изнутри очень сильно. В результате будут плохие все. Сосед, правительство, Россия, Запад, все на свете. Это да. И поэтому очень, очень, очень зависит от того, насколько разумные люди будут управлять Украиной в переходный период и после. Насколько они могут предложить разумные решения обществу, разумные лозунги и так далее. Просто знаете, что самое страшное? Что мы, значит, не пришли еще к той границе ада, вот этой черной черты, чтобы люди радовались какому-то порядку. В этом идет смысл того, что люди не уезжают из населенных пунктов, куда движется война, да, их там обвиняют, называют ждунами там, и так далее, и так далее. А они просто хотят какого-то, скажем так, порядка. И там вот это вот, когда катится... Большинство, Саша, это не порядок. Большинство – это люди, которые просто некуда ехать. Это социальная инерция работает. Люди, когда в городе, по которому херачат кабами, они не рассуждают по принципу «мы ждем порядок, придет порядок». Они этот порядок наблюдают непосредственно. Прежде чем он наступит, этот порядок там все разнесет. Наступающие носители порядка. Это люди, которым некуда ехать. Поэтому здесь, если говорить о том, что, скажем так, давайте максимально деликатно и с уважением к реальности, что подавляющее большинство на оккупированных территориях, широкие народные массы, получают некий элемент порядка, получают пенсии, получают медицинское обеспечение, работу и прочее, прочее, и так далее, и так далее. И часто, как они говорят по их свидетельствам, это эффективнее, чем при управлении законного украинского правительства. Но пугает другой вопрос. А что, если я стану нарушителем порядка? Да, матушка Москва бьет с носка, она так обращается с нарушителями порядка, что все задумываются. То есть ставка тогда на что? Людей отбивают от политики.
от выражения собственного мнения. То есть ты должен быть обывателем, который не вмешивается в политику, в Кремле лучше знает. Украинец так не привык. Ему нужно мнение высказать, понимаете, да? Ну, побунтовать, возмутиться там, и так далее, и так далее. Поэтому не очень налазит российский порядок на менталитет украинцев. К тому же очень много инвестировано в легенду о Западе. Европейский выбор, НАТО, там, свободы и прочее. Это вы говорите об украинцах, которые позволили ТЦК как явление? Смотрите, ТЦК как явление существует, потому что им же рассказали, что в противном случае вас возьмет российский ТЦК, и вы будете наступать на Польшу. Вот и так далее. А украинский ТЦК как явление существует же как? Можно откупиться. А от российского не откупишься. Там все очень, все очень конкретно и предметно. Если уже Россия начала мобилизовывать, ты особо не откупишься. Вот на этой разнице плохого с очень плохим, да, причем плохое и очень плохое все время меняет стороны. Оно не сосредоточено одно здесь, пытается выживать средний гражданин. Вот. Но смотрите, в чем у него есть фишка? Он может сбежать на Запад. По крайней мере, женщины, дети, старики могут уехать, молодежь там может уехать. Он получает статус беженца, пособие, возможность интегрироваться, прожить жизнь в Европе. Смотрите, оказалось, Украина не нужна какому количеству людей? Миллионам. Предпочли, они отвечают, мы останемся, такая Украина точно не нужна, мы останемся на Западе, интегрируемся и так далее. Но если им не нужна Украина, зачем им Россия? Это же еще более тяжелый переход. Гораздо проще Польша, Португалия, там Франция, Германия и так далее, и так далее. Там уже все хорошо. Там уже уровень жизни очень высокий, достойный и так далее, и так далее. Возможность перспективу дать детям. Как оно будет в России, да тем более на бывших оккупированных украинских территориях, никто не знает. Порядка, если они ищут порядка в Европе сейчас больше, чем на будущее или нынешней оккупированной территории. Это же просто логично. Поэтому они будут, есть тяга в пользу Запада, по принципу, зачем дожидаться, пока Украина вступит в ЕС и НАТО, если мы можем прямо сейчас всей семьей вступить в ЕС и НАТО, приехать и остаться. Или не можем, да. Или часть может, понимаете, да, поэтому, а потом надеяться, что будет какой-то худо-бедный мир, откроют границы, и тогда выйдут все, кто не смог. Это же была мечта 80% опрашиваемых, что после войны даже среди военных немедленно выйду и никогда не вернусь. Поэтому при всей отвратительности Второй Украинской Республики, гнили ее, которая абсолютно античеловечно издевается, в первую очередь, над собственными гражданами, на уровне коллективных представлений о том, что такое российская власть, она демонизирована. Поэтому между остаться в Украине с непонятными перспективами, уйти под Россию или сбежать в Европу, всегда выберу сбежать в Европу. Потому что это уже теплое место. А будет ли теплым местом будущая Третья Украинская Республика или станет ли теплым местом оккупированная территория Украины, которую будут интегрировать в Россию, это все-таки еще большой вопрос. Люди и так натерпелись сколько лет, чтобы опять играть в кости, особенно люди с семьями, с детьми и так далее. Получится, не получится. Это рыба ищет где глубже, человек где лучше. Но есть уже прямо сейчас куда как более комфортная Европа, чем ищущая свой исторический путь будущая Украина и будущая Россия. Это же очевидно. Именно поэтому Мерц бьет во все колокола, говорит, давайте своих молодых ребят, я с Зеленским разговаривал, давайте, хватит, достаточно, давайте, они нужны Украине, пускай остаются в Украине. Да, им нужно, чтобы Украина была боеспособна перед лицом России, даже если прямо завтра будет мир. Да, и в послевоенный период оставалась боеспособной. Но заметьте, про женщин и детей он ничего не говорит такого. Да. Да. Такая интересная история. Нам Туск показывает диверсию на железной дороге, говорит, что вот, там какой-то генерал вышел, говорит, все, готовится к войне Польша, это вот первые разведпризнаки. Дуда, который освободился, как Марьяна Безуглая от Али-Бабы, он ее заблокировал в WhatsApp, она признавалась недавно, и она говорит, все, Добби свободен. И вот Дуда свободен. И он говорит, слушайте, да никто не будет нападать на Европу. Тем более, пока есть война в Украине, вообще никто не будет на нее нападать. Успокойтесь. Хотя уже поговаривают, тоже есть экспертное мнение, что
ВСУ могут, когда война закончится, стать на, на восточных рубежах Европы, да, против России, чтобы там служить, нести свою вахту. Что вы думаете насчет темы войны Европы и России? Для денег все? Смотрите, война в Европе и России, России и Европы, или что-то похожее на войну, имела бы смысл только в одном варианте. Если бы война в Украине не прекращалась, и надо было открывать второй фронт для того, чтобы европейцы сосредоточили основные ресурсы на защите себя и меньше стали давать Украине. Она нужна не сама по себе, а для большего успеха на Украине. Но поскольку все идет к тому, что Трамп очень жестко намерен помирить, очень жестко, на самом деле у России же большие проблемы у Лукойла сейчас. Колоссальная проблема после санкций. Вот. Трамп недаром говорит о том, что он готовит новую встречу с Путиным с пакетными предложениями, от которых трудно отказаться. Недаром он говорит о введении вторичных санкций для всех стран, которые взаимодействуют с Россией и так далее. Это серьезно, на самом деле. Как бы россияне не хорохорились, это серьезная история. Серьезно. Поэтому рассматриваются всякие варианты. И если, представьте себе, Трамп, который замирил Украину России с трудом, вдруг получает с утра известие о том, что Путин напал на Европу. Ну, поэтому война в Европе на условиях прекращения войны в Украине россиянам не нужна. Только как вспомогательный рычаг давления на Украину в случае продолжения войны с Украиной. Поэтому ключом к этому всему является вопрос о том, будет ли продолжаться война в Украине. И тут есть два мнения. Одни говорят, Россия устала, Россия на грани дефолта, Россия вот-вот там, значит, заинтересована после ухода Зеленского получить кого-то вменяемого, архами условного и договориться вот, в качестве варианта президента. А другие говорят, нет, Россия уперлась и будет воевать до конца. Я думаю, что у России, как всегда, два мнения на этот вопрос. А какое она выберет, это зависит от качества предложений и развития ситуации. Угу. Поэтому рано говорить. С одинаковым успехом она может помириться, с одинаковым успехом она может продолжить войну. Если она продолжает войну, то угроза Европе растет, реально растет. Ну, судя по всему, война продолжается. На фронте сейчас резкий рывок вот в той стороне, как раз-таки Гуляйполя. Покровск сегодня закрашен уже официально Deep State полностью серой зоной. И многие уже написали, сделали вывод, что это все. То есть Покровска нет. Плюс еще, соответственно, сообщение о том, что перебита трасса. Мирноград вообще как бы полностью, ловушка захлопнулась, логистическая, и там полями как-то выходят по 3-4 человека. Давайте пройдемся по фронту и начнем именно с Покровска. Все понятно с Покровском? С Покровском все понятно, и это вопрос лишь времени. Потому что, я вам скажу больше, понятно с любой точкой на фронте по одной простой причине, потому что нет резервов. Непонятно бывает только в одном случае, когда откуда ни возьмись берется 50 тысяч резерва, они приходят и меняют ситуацию. Поскольку этого нет, то это дело, как героически не сопротивляйся наши военные, сколько дронов не летай в небе и так далее, это всего лишь вопрос времени, системных усилий той стороны. Поэтому Покровская Мирноградская агломерация, так или иначе, все, я вам не скажу сроки, для этого надо знать силы, соотношение сил сторон, планы командования и так далее, но понятно, что она захлопывается. И там вопрос через 3 дня или через 3 недели с этим будет закончен. Мы с вами говорили в прошлый раз и скажем еще раз, что Гуляйпольский условный прорыв, то есть обход Гуляйполя с северо-востока. Нет, подождите, Алексей Николаевич, я прошу прощения. Мы сейчас перейдем к Гуляйполю. Вот захлопнулось, вот на карте сейчас видно, захлопнулось. Фронт, мы видим, выровнялся, да, например. Ну, да? не совсем захлопнулся, прямо скажем, там на карте видно закрашенная черным зона. Но то, что это абсолютно простреливаемый, контролируемый коридор, если там на фланге повесят достаточное количество операторов дронов с запасом дронов, логистика будет убита и выйти будет очень трудно, это однозначно. Ну, хорошо, фронт выровнялся. Так а дальше что? Что это дает? Это означает схлопывание фронта, когда ликвидируется этот выступ в том или ином варианте. Российское командование получает избыток сил, освобождаются резервы, которые были скованы нашей группировкой. 1000, я знаю, 30, может быть, 50. И они будут куда-то употреблены. Их могут кинуть на запорожское направление, их могут кинуть на краматорское направление, могут поделить.
Я думаю, что эти силы пойдут на Доброполье, на север. Потому что 60 километров севернее находится станция Барвинково, которая является крупнейшим, ну, и последним железнодорожным узлом, который снабжает донбасскую группировку ВСУ. И захват или постановка под огневой контроль Барвинкова валит резко на снабжение на Донбассе и очень сильно облегчает Российской Федерации проведение и успешное проведение славянско-краматорской операции, скажем так. То есть окончательный захват Донецкой области. Мгм. Хорошо, перенесемся в Гуляйполе. Много разговоров и равнополие потеряла Украина. Здесь, напомню, официально, вот в этом участке официально вооруженные силы Украины, я был, кстати, обескуражен, такого никогда не видел, они признают отступление. А что так? Нигде не А признают. признают они, потому что я вам говорил, по-моему, в прошлом эфире. Я говорил, что они будут... Или после эфира я уже сильно перепуталась в голове. Я там много в командировках сейчас. Так вот, скажем так, сбиваются часовые пояса, и трудно иногда соображать. Так вот, логика простая. Они начали признавать по той простой причине, что Зеленскому на том этапе, когда нужно было горькие вести с фронта, чтобы ушло внимание народу. Поэтому я говорил, чем больше скандалов будет коррупционных, тем больше будет горькая правда с фронта. Вы сами сегодня об этом говорили, что, прикрываясь фронтом, они будут говорить: подождите, наше время консолидироваться, а не раскачивать лодку и так далее. Поэтому они начали признавать. Ну, а во-вторых, такой быстрый и серьезный тактический успех Российской Федерации, сразу несколько населенных пунктов на опасном направлении, плюс так много военных, околовоенных блогеров это написали, что отрицать это уже было бессмысленно. Смотрите, здесь надо понимать очень четкую историю, что Покровская группировка смотрите, был применен тот же самый прием, который российское командование применяет с 23 года со средины против... Они прекрасно знают, что есть установка от офиса «Ни шагу назад» и стремление превращать каждый населенный пункт в крепость. Они провели операцию по стратегической дезинформации и заставили украинскую сторону накидать под Покровск последние остатки ошметки резерва. Тем временем они нанесли удар, который был обеспечен на уровне Путина, который сказал, что я готов привести журналистов в Покровск. И наши еще хыгыкали, да, и спецназгур там высаживали с вертолета. А россияне нанесли удар на Гуляйполевском направлении непосредственно в сторону Запорожья и обходят Гуляйполевскую группировку с севера-востока, заходя их в тыл, обрезая логистику. Там есть Покровское, не путайте с Покровским. И от него идет строго на юг трасса, которая снабжает Гуляйполе. Вот к захвату Покровского, как логистического пункта, сейчас направлены усилия группировки, наступающей южнее Покровска, вот, которая как раз там идет по направлению, которое вы указали. А кроме того, идет давление с фронта, непосредственно с юга на северное Запорожье. То есть они делают все то же самое, классический котел клещ. Вот. Напоминаю, что на юге вдоль Днепра расстояние от линии боевого соприкосновения до городской черты Запорожья 15 километров. Запорожье стало прифронтовым городом. И российское командование наверняка готовится осуществить сразу 3 крупных правила. Первое – это захват Запорожья. Запорожского города. Второе – это захват Славянска-Краматорска. Окончательный захват Донецкой области и захват восточной части Харьковской области, как создание условий для захвата Изюма и Славянско-Краматорска североохвата и дальнейших действий уже непосредственно в отношении Харькова. Это 3 крупные истории, которые она сейчас крутит на ближайшее время. Алексей Николаевич, вы неоднократно вот сейчас даже повторяли, говоря о причинах, что беда, людей нет. Сегодня прозвучало, что давайте на мобилизуемых чипы повесим с GPS-ом. Тогда не будет проблемы с СЗЧ. Такое Нет, смотрите, классное решение. Смотрите, меры можно принимать какие угодно. Их можно одевать в полосатую одежду, чтобы сразу было видно в толпе. Клеймо можно ставить на них, там чипы вешать и так далее, браслеты. Проблема в другом. Что даже если его поймать и силой засунуть в окоп,
Человек, с которым так обращаются, он воевать не будет. Он бросит автомат, сдаться в плен, либо сбежит, либо умрет. Но воевать он не будет. Он не будет, тем более он не будет воевать в режиме, который сегодня требуется от солдата на передовой, то есть систематическое многодневное напряжение всех сил и полный набор мужества и героизма, который нужен для того, чтобы в этих условиях воевать. Что такое солдат на передовой сегодня? Он лежит в норе, боится пошевелиться. Вы представляете, что такое в ноябре лежать в норе где-нибудь в Донецкой степи? Боится пошевелиться, потому что, если позицию заметят, ее тут же разберут артиллерией, скидами, дронами и так далее, и так далее. Он слушает радио. Ему говорят, что там в 50 метрах противник, он вылазит, вступает в стрелковый бой, если у него есть настроение. Если даже в этом стрелковом бою победил и кого-то отбил, он снова залазит в эту холодную ледяную нору. А поскольку позиция была вскрыта, в ближайшие два дня ее будут разбирать всеми силами души. Лупить туда всем, чем только можно. Все усилия пойдут. Это нечеловеческие условия. Для того, чтобы их держать, нужно иметь очень большое мужество, которое имеют те несколько десятков тысяч солдат, которые сегодня удерживают тысячекилометровый фронт. Но людей, которым как собаку поймали, избили, насильно засунули, как правило, не демонстрируют таких качеств и не могут их демонстрировать, просто если у них хотя бы есть просто от глубокой обиды на происходящее. Поэтому проблема с личным составом колоссальна. Никакими там чипированием, управлением из космоса она не решается. Превращением солдата в дрон, потому что, чтобы он успешно воевал, это значит, с ним надо стоять, приставить ему пистолет к виску и заставлять стрелять по противнику. А тогда в окопе уже два солдата. Солдат и надсмотрщик. Возникает вопрос, а где брать надсмотрщика, который захочет идти в передовой окоп и разделять тяготы и опасности, так же, как этот солдат. Надсмотрщиками хотят быть больше, чем солдаты. Ну, не на передовой, так точно. Поэтому, смотрите, это проблема, которая сломает хребет армии в кратчайшие сроки. И фронт может посыпаться обвально. Он висит на последней, на 2/3 перерезанной нитки. Не потому, что военные трусы или не умеют воевать и так далее, а по той простой причине, что критически не хватает людей, а те, которые есть, вымотаны до последнего предела. Они просто физически не смогут осуществлять свои обязанности. Для того, чтобы фронт устоял, и это стало фактором стабилизации во время транзита власти в Украине, нужны радикальнейшие меры. Радикальнейшие меры. В первую очередь эти меры должны касаться полной замены военного руководства и привода к власти людей, которые способны в кратчайшие сроки разработать и осуществить программу экстренной стабилизации фронта. Для этого ключевым направлением усилий должно быть изменение отношения к военнослужащим на человеческое. То есть это огромный не на как собаке и расходному ресурсу. Потому что наша армия, как и Вторая Республика вся, она ставит на расчеловечивание как противников, так и своих. А как на принципиальную перемену вектора. Как вы думаете, удастся ли это осуществить в рамках общей политики, идеологической, административной Второй Украинской Республики? Ответ – нет. Поэтому фронт валится неизбежно. Если сейчас поставить во главе Генштаба Александра Македонского, главнокомандующим Наполеоном, он все равно завалится. Потому что у них нет сил, которыми можно оперировать у этого Александра Македонского. И для этого мгновенно, быстро, в течение 3 недель поменять общую атмосферу в армии можно. Но для этого нужен военный лидер, который получит сверхполномочия от власти. Власть не готова сейчас с таким резким движением, ей вообще не до этого. Она занята, у них телефоны красные от уговаривания Умерова, да, там, я не знаю, попытки запихать в карманы НАБУ денег, договориться... Коломойский еще ржет. Коломойский, договориться с Трампом, договориться с Макроном и так далее, и так далее. Им точно не для экстренных мер военного порядка. Они даже не понимают, о каких мерах идет речь и как их менять. Поэтому ситуация катастрофическая. И фронт завалится, скорее всего, в какие-то сроки. Начнет рваться то там, вплоть бунты начнутся военных, которые будут просто отказываться оставаться в котлах и так далее. Ситуация катастрофическая. Эта катастрофа полностью заслужена Второй Украинской Республикой. Вот смотрите, Украина ее не заслужила, а Вторая Украинская Республика заслужила ее чуть более чем полностью. Своей подлостью, предательством, воровством и, античеловечностью, направленной прежде всего на своих. И в этом огромная трагедия Украины. Потому что Украина проявила все варианты, украинцы, варианты мужества, которые можно было придумать в истории войн.
пятикратно превосходящий противник, качественное количество, она сдерживает его 4-й год. Ее подставила украинскую армию и убила собственное руководство, политическое и военное. Тупость, подлость, предательство, воровство и некомпетенция. И выхода из этой ситуации нет. Если бы сейчас поставить меня во главе и дать сверхполномочия, но опять же, сверхполномочия в отношении вооруженных сил, ну, допустим, там удалось бы кое-как заштопать Тришкин кафтан, а пополнение вооруженных сил. Надо же менять принципиально систему мобилизации. Это должен быть набор комплексов мер, с одной стороны, предельно жестких, с другой стороны, предельно человечных. Это очень сложно такое осуществить. Предельно жестких – это призыв женщин на снижение. Да. Как говорится, на самом, что не есть интересном месте. Ну, сейчас надеемся, что... Ну, такое сенсационное заявление, да, от Алексея Николаевича. Сейчас надеемся, что он подключится к нам снова. В общем... Да, друзья, я напомню, что у нас есть голосование. Давайте мы к нему, скажем так, перейдем. Как раз, может, параллельно и подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. Значит, закончите предложение. Победа Украины в войне с Россией. Ну и дальше варианты. Украли 6%, 7% профукали профаны, 83% достичь было невозможно изначально, ну 3% самый минимум, что еще может быть реально добиться. Спасибо большое, что проголосовали. Около 12 тысяч голосов мы получили прямо сейчас. По новостям сейчас Трамп опять играет в качели о том, что, ну, вот это вот все, да, Мадуро, не Мадуро, санкции введу или, собственно, не введу, и поэтому, в общем, делает очередное заявление, что не исключаете ли вы, Дональд Федорович, наземную операцию. Он говорит, не исключаю ничего, поэтому мы вполне вероятно еще можем как бы не просто так вот эти маневры наблюдать американские, ну а параллельно сейчас взрыв в Днепре. Ну и сообщение о том, что уже 10 дней Хмельницкая, да, атомная электростанция, и Ровенская атомная электростанция работают на пониженной мощности, потому что были атаки 750 киловольт. Значит, ваши вопросы, люди уже в клубе зрителей Шелеста в Телеграме уже и видео вопросы присылают, мол, там фото, делают стоп-кадры. И, в общем, пока давайте оставлять ваши вопросы. Я надеюсь, что мы сейчас подключимся. Это как бы дело такое чисто техническое, интернет-дело. Я всем напомню, что нужно поставить лайк этому видео и, конечно же, подписаться, если не подписаны. Канал «Что Алексея Арестовича», на котором сейчас идет трансляция параллельно, что Александр Шелест, они, ну, что сказать, они подсанкционные, поэтому требуют или VPN, или, конечно, поменять страну в настройках YouTube. Примечательно и очень важно, что если вы меняете страну, ну, например, смотрите с вставленной сим-картой украинской где-то за рубежом, были такие случаи, то тоже не показывает. Вот так это работает. Поэтому лучше, конечно, VPN. Это дело надежнее. Из того, что важно, вот вернулся Алексей Николаевич, и как раз, знаете, вас по карме, вот когда говорит, я бы пришел, если меня поставили, я бы мобилизацию женщин, тотальную мобилизацию на этом месте, собственно, Да. и пропали. Смотрите, здесь же в чем фишка, что, я хочу закончить мысль, что здесь нужно такое сочетание суровости с человечностью, на которые не способны лица, управляющие армией, государством, в настоящий момент у них воображения не хватит таким заниматься. Грубо говоря, надо выйти к народу и в стиле Черчилля сказать, кроме пота, крови и слез, нечего предложить, друзья мои, да, но и пошло-поехало, поэтому они никогда этого не сделают, у них не хватит ни воображения, ни понимания, ни административного таланта это осуществить. Крымская республика, вторая, потерпит крах, жесточайший и позорный, к сожалению. И это дорого обойдется Украине. Один нюанс я хотел бы с вами обсудить коротко, потому что, ну, будут еще вопросы зрителей, они тоже очень интересны. Алексей Николаевич, как прокомментируете ситуацию во Львовской области, где переселенцы из Запорожья
мужчина и подросток накостыляли его же костылем шумящему, ходящему на костыле в туалет, слушающему телевизор, бывшему азовцу, ветерану войны. Для того, чтобы документировать, надо знать подробности. Они же неизвестны. Как там вел себя этот ветеран, как вели соседи, сколько длился конфликт, кто прав, кто виноват. Тут трудно что-то сказать конкретно. Надо знать, я не знаю. Просто понимаете, в чем дело? Мы приходим к тому, что это уже конфликты конкретные. Конфликты. А этого добра, так вот, что там, подрывы, гранаты у ног у полицейских при попытке допросить. Этого добра будет очень много. Общество будет кидаться друг на друга. Смотрите, это очень простой психологический механизм, но не явный для многих, что сейчас всем станет очень сильно стыдно. По мере раскрытия коррупционных скандалов всем будет очень стыдно, потому что знали, но молчали. Знали, но закрывали глаза. Знали, но обманывались телемарафоном. Знали, но участвовали в коллективной травле тех людей, которым пытались раскрыть глаза и показать, как реально обстоят дела и так далее. В общем, невыносимый стыд. На кого будет сливаться невыносимый стыд? На соседа. Ну, а там уже кто попадется? Азовец, Да, переселенец. это уже не важно абсолютно кто. Переселенец, азовец, вдова и так далее, и так далее. Значит, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Их поднакопилось. Сначала сообщество, закрытое сообщество YouTube, закрытое сообщество в Telegram, потом сообщество YouTube и чаты трансляции 1 и 2. Все вряд ли попадут, но будем стараться. Режим Блиц для этого, как говорится, нам всем в помощь. Поехали. Александр, Алексей, здравствуйте. Виктор задает вопрос. Ряд экспертов очень зацепились за тему с томагавками, утверждая, что только их передача и удары по России могут прекратить войну, особенно удары по символическим целям, типа здания Лубянки, Генштаба и прочее. Якобы это скажется на моральном духе российских солдат. Мы, мол, захватываем какое-то село, а в России Генштаб, дыра от ракеты. Сегодня, кстати, вот тоже Шойгу предотвратили покушение на Троекуровском кладбище. ФСБ заявили. Ну, там тоже. И, в общем, что-то такое. Действительно ли это так, или простой, озлобленный солдат в окопе скорее будет злорадствовать, что у тыловых силовиков такое происходит, и тоже жизнь не сахарная стала? Вот такой вопрос. Смотрите, математика гораздо более простая. Ответ гораздо более простой и математичный. По заявлению Зеленского околомесячной давности, Россия применила по Украине 670 баллистических ракет только в этом году, которые еще не закончат. Ну, это баллистические ракеты, это круче, чем томагавки. И что, Украина развалилась, пала на коленях? Тыл не работает, все, военная помощь не идет, промышленность не работает, все умерли? Нет. А Россия, как это деликатнее сказать, сильно прочнее Украины. С большим запасом прочности. Поэтому даже если мы вдруг применили 7 тысяч томагавков по российским целям, Россия бы уцелела и продолжала воевать. Поэтому тут вопрос, хотя потерпела бы, конечно, большой моральный, экономический ущерб, и военный и так далее. Поэтому, друзья мои, если 40 тысяч дронов, примененных по Украине, и 700 баллистических ракет только в этом году Украину не доломали, тыл ее, то примерно на порядок меньшее количество украинских дронов, даже с томагавками, ничего бы такого не сделали. Поэтому надежда на томагавки предельно наивна. Войну выигрывает пехотинец на фронте. Все операции, страшные удары по Новороссийску, МПЗ и так далее, вспомогательный характер. Вспомогательный. Так, вот такой интересный вопрос. По данным Государственной службы занятости Украины, значит, в целях замещения рабочих мест с мужскими профессиями в сентябре-октябре этого года было трудоустроено 175 тысяч лиц женского пола. Значит, это женщины, машинисты насосных установок, башенного крана, станочники, водители троллейбуса, слесари, монтажники и так далее. Алексей Николаевич, так что получается? Путем объявления всеобщей мобилизации мужчин для участия в боевых действиях Зеленский создал условия обеспечения гендерного равенства на рынке труда, выполняет условия вступления в ЕС? Нет, просто это меры неизбежные. Смотрите, так было в Великой Отечественной. Рано или поздно дошло, когда кадровая армия ушла в плен, вся 6 миллионов человек или 5, то дошло и до облав, и до женщин, и до чего хотите.
Это просто так делали все страны, оказавшиеся в этом положении. Британия в 16-м и так далее. Многие остальные, Германия в свое время и прочее, прочее. Поэтому, ну, как бы, это же не изобретение будет Украины, если мы до этого дойдем. Я вам скажу, есть варианты намного проще, чем эти сверхмобилизации, женские, мужские и так далее. Заключить мир. Да, Этот вариант намного проще. И даже если придется чем-то пожертвовать, ну, вот смотрите, все накинулись на некого популярного блогера, как его фамилия. Она начинается, на Че заканчивается. Когда он подло предложил Собчак отдать 4 области и Крым. Де-факто. Понимаете, друзья, если так будет дальше продолжаться, я еще из чего исходил этот подлец? Я его немного знаю, он мне говорил. Из того, что эти области все равно будут захвачены. Только заплатят это еще 200 тысяч жизней украинцев. Очень простой расчет. Может быть, сохранить 200 тысяч жизней украинцев для построения будущей Украины. И все равно де-факто зафиксировать линию фронта там, где она будет зафиксирована военным путем, если так дальше все будет продолжаться с очень высокой вероятностью. Пусть даже уступки будут чуть-чуть больше, но это сохранение жизни. Смотрите, территория меняется. Государственные границы в Европе менялись каждые 15-25 лет. Украина сменила 8 форм государственности и 8 раз сменила свои границы за последние 100 лет. Людей не вернуть. Но это так называемый здравый смысл, на который сегодня мало кто способен. Поэтому, увы и ах, будут мобилизовывать и женщин, и мужчин, и пытаться там воевать, бороться и так далее. И самые жесткие меры будут принимать, если, конечно, Трамп не продавит быстро мир, и до этого не дойдет. Но это зависит от темпов, на которых он будет продавливать этот мир, правильно? И вообще удастся нам продавить этот мир. Значит, давайте ну, тут понятно, там интересуются у вас какие-то новые четки, там вот это все. То есть, друзья, спасибо большое, что вы такие наблюдательные, это все здорово. Давайте по сути дела. Сообщество YouTube, очень много комментариев, все не войдут, но спасибо большое, что пишете все равно. Значит, Надя пишет, посмотрела несколько российских оппозиционных ютубов, где подняли речь о коррупционных скандалах банды Зеленского. Даже у Плющева вышел ролик с названием «Конец политической карьеры Зеленского», знак вопроса. Но меня больше шокировали люди, которые вместо осуждения коррупции и варья были возмущены заголовками видео, где говорится о коррупции. Значит, получается, царь хороший, а бояре плохие? Да более знакомое высказывание. Спасибо за ответ. Да, это очень распространенный сюжет. И, например, сейчас Верховная Рада и оппозиция находятся в этой роли. Вы тут ни при чем, ах, мы не знали. Послушайте, в этой роли все мы. Все, кто поддерживали эту систему, все создавали систему так или иначе. Обеспечивали легитимностью и лояльностью эту вторую Украинскую республику. А вот мы все ее творцы. В каждой пачке коррупционных долларов минимум 3 купюры, которые вложили вы. Каждый из нас. Поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа крива у всех. Конечно, на властях в 10-кратном размере лежит ответственность, но на самом деле у всех у нас рожа хороша. Угу. И все, заметьте, когда первый коррупционный скандал разразился, только ленивый не написал, там, что я глубоко возмущен, я не знал, как так, ах, какой ужас. Мы понятия не имели, что они там такие подлецы, ла-ла и так далее. Друзья мои, все вы имели, все вы представляли, может быть, не в полном объеме, и всем вам об этом говорили. Вот, вы не хотели слышать. Да. Винчик, пользователь. Интересный вопрос. Алексей, вы же критиковали картонный Майдан, а в итоге НАБУ выдало сенсационное расследование. Что плохого было в картонном Майдане? В картонном Майдане было плохо то, что Украина находится под внешним управлением. Но это внешнее управление ситуативно может играть полезную роль для Украины. Это так часто очень бывает. Пользователь-благодетель был, если бы Путин заранее объявил Зеленского, военно-политическое руководство Украины, террористами, а затем в первые часы войны успешно провел обезглавливание руководства Украины по израильской логике точечных ликвидаций, смогла бы Украина вообще выстоять как государство? Или при полном уничтожении высшего политического военного ядра рухнула бы в первые сутки и никакой масштабной войны не случилось бы? Постскриптум. Понятно, что политические риски высоки для такого шага, но война, которая идет уже 4 года, по итогу принесла Путину в сотни раз больше политических рисков. Дорогие друзья, это же технически надо еще уметь осуществить. Технически эти попытки пытались реализовать Российская Федерация 3 или 4 раза. У них не получилось.
И в начале войны, и после начала войны, и так далее. Не получилось. Поэтому это не так все просто. Пожелать это не значит, нажал кнопку, и она нашла Зеленского ракетой и непременно его поразила. Это технически очень сложно убить руководство государства, на которого работают все западные разведки и контрразведки. А, Вопрос. В записях НАБУ было упоминание про покупку виллы в Швейцарии за 6 миллионов евро. Для имя скрыто. Может, таксистам Алексея Николаевича что-то известно? Я не слежу за такими, кто какую виллу купил. Я приблизительно представляю объемы коррупции. Поверьте, 6 миллионов – это ничто. Ну, могу вам сказать из разговора в офисе, который я слышал, проходя мимо. Просто мимо шел, а там люди разговаривали. 30 миллионов евро наличкой? Скажи ему, что он сумасшедший. Сюда не ходят с такими цифрами. Имеется в виду маленькими цифрами. Что же вы говорите о 6 миллионах долларов? Это вообще ни о чем. Да, значит, как может Минтич выехать из Украины, если он не въезжал после того, как поехал за Чернышовым? Документы его туда-сюда, да, но не он сам. Надежда бунтует, всех вызывает к вопросу. А есть вообще разница? Выехал, уехал? Что Для чего? думаете вообще? Для чего разница? Ну, вообще о Миндиче, что вы думаете? Я о Миндиче не думаю. Я знаю, кто его организовал, кто организатор. Что Коломойский сказал? Миндич никто, он не мог это организовать. Вы смотрите, есть разница между собакой и львом. Когда в собаке кидают палку, она смотрит на палку. Когда кидают на льва, он смотрит на того, кто бросил. Вы смотрите не на палку, а на того, кто бросил. Кто организовывал Миндича, кто дал Миндичу эти полномочия. От имени кого-то приказывать министру. Отдавать распоряжение. Вот и все. Там надо искать. Так, Олег Каминский, пан Шелес запытает Арестовича, что вообще происходит на украинском происходит. Зеленский знал, что у Запада есть сотни часов записи его окружения, его самого, на каких организациях, в каких организациях коррупции, незаконная деятельность и даже, как нам намекают, очень паскудное высказывание гаранта в адрес народа Украины. Он, зная все это, начал на них быковать, отдал приказ СБУ прессовать детективов НАБУ, еще повысил ценность записи и, в конце концов, довел ситуацию к тому, что Запад должен был начать выкладывать компромат. Вопрос, ну там длинний вопрос, якщо ти розумієш, що ти на гачку, то навіщо починати прогинатися лише після того, як підставиш найближчих друзів, а не до цього, що за така дитяча логіка? Карьера Зеленского убеждала, что можно кидать всех. Кидать всех, и тебе за это не будет. Они кинули с Ермаком всех людей, с которыми они имели дело. Вообще всем, кому они что-либо обещали. Пример Коломойский, основной спонсор Зеленского, который привел его к власти, по сути. События с 22 года убедили, что Запад – это лохи, которые должны за все платить, и которые платят за все, и которых можно кидать вообще. Чувак устроил безобразную сцену в чем? В овальном кабинете. Ни один лидер мира ни в одни времена не позволял себе хамить президенту США в его кабинете. И при этом получил невиданную поддержку, в первую очередь, не только от своего народа, но со стороны европейцев и британцев. Поэтому он считал, что он их кидает, дураков западных, а они его помещают на обложку Тайма и аплодируют целыми парламентами. И так может идти, длиться вечно. Вот и все. Он считал себя слишком незаменимым. Он знал, насколько Запад заинтересован в сдерживании России. Вот, и считал себя фигурой бескомпромиссной, которая обеспечивает это сдерживание, а значит, ему простят все. Ему не приходило в голову, что те, кто поддерживал его на Западе против Трампа, Британия и европейцы, могут сами счесть его неэффективно воюющим с Россией. И тоже сделать ставку на его снятие. Значит, если Ермак это Али-Баба, то кем логично называть в этом случае Зеленского, какой бы псевдоним выбрал для себя Алексей, если бы не ушел из офиса и влился бы среди этих разбойников в тусовку? Друзья мои, я принципиально не могу влиться в эту тусовку, и поэтому и не влился, хотя в офисе провел 3 года. Вот. Я всегда там был чужим, и в первую очередь по вопросам всяких там интересных схем. Поэтому расслабьтесь. Вообще, Али-Баба
понятно, что это не все, как бы, ну, по первым буквам, созвучным, это все уже поняли. Но Али Баба, АБ, Алла Борисовна, сегодня нам Безуглая об В этом. тусовке называют Алла Борисовна Ермака. Все. То есть это правда, то, что... Вот, да, Алибаба, ну, понятно, что первые буквы там, скорее всего, Алибаба, это тот, что надо, Алибаба. И понятно, кто там малыш, судя по всему. Чат и трансляции давайте подключим. Александр, спросите, пожалуйста, у Алексея, замешан ли в убийстве Киреева Поклад и за что, если это так? Является ли теперь Поклад правой рукой Зеленского? А почему вы спрашиваете об этом меня? Может, как члена переговорной группы первых, ну, не знаю. Я Киреева, как член... Значит, смотрите, меня ввели в переговорную группу уже после убийства Киреева. Поэтому я даже не ездил первый раз в Беларусь, первые 2 раза. И только когда она перешла в онлайн, я стал этим заниматься. Поэтому спросите кого-то другого, например, Поклада. Угу. Какое вы считаете, Алексей, какое вы считаете окончание войны самым справедливым? А что такое справедливость? Для вас. Для меня справедливость в этой войне никому не удастся никогда установить. По одной простой причине. Эту войну спровоцировали все. Она всем была нужна. Все ее получили, все расхлебали. Для меня является разумным и рациональным прекращение войны. Примерный сценарий я очертил в интервью Собчак, и вы 100% его знаете. Это признание совместных ошибок, пересмотр совместной истории с Россией, создание систем покаяния совместной, создание системы недопущения войны впредь. Все. Вопрос... Компенсация войны друг для друга, последствий войны максимальным способом. Значит, здравствуйте. Вопрос Алексею. Русскоязычным выдохнуть, на идише говорящим прятаться? Все повторяется после известных событий. Снова антисемитизм и погромы. Спасибо вам за работу. Это сегодня ввел тоже этот уполномоченный там по, в общем, борец с антисемитизмом. Сегодня была новость, что запустили в Украине. Ну, по-моему, это мало имеет отношения к реальности. Поэтому можно сильно не волноваться, мне кажется. Ну, то есть не возродится вот этот дух украинцев, которые громят и погромы устраивают. Погромы чего? 3 или 5 синагог, которые есть в Украине. 10, там, 20. Ну, кого громить? Ну, это же тоже, как бы, все понимают, что группа этническая, очень, как бы, сплоченная, воровала деньги. Сплоченная группа, ее же надо найти и локализовать, как-то поймать и так далее. Кроме того, это немедленно скажется на чем? На помощи, которая Украине осуществляется. Даже если кого-то удастся раскрутить на отдельный эксцесс, ну, с ним лучше разобраться своими методами украинским властям и продемонстрировать, что чего-чего антисемитизма здесь не будет, иначе помощь прикрутится моментально. А это все. На что сейчас способен Трамп, чтобы замылить дело Эпштейна? Война, Нацгвардия, новое покушение, спасибо. А что ему замыливать? Он уже призвал к полной публикации всех файлов. Так нельзя ж публиковать. Ну, это пока не проголосовали. Проголосуют большинство, и все. Он сказал, публикуйте, я за публикацию всех файлов. Так, значит, вопросы из чата Алексея Николаевича. Алексей, независимая и несвободная Украина или зависимая от России, но свободная? Что бы вы выбрали? Артем спрашивает. Независимая и несвободная? Ну да. Я хотел бы, чтобы Украина осталась цивилизованной страной. Стала, вернее, цивилизованной страной. Первый признак цивилизованности – это верховенство права. Человекоцентричной страной, в основе которой человек, его счастье и благополучие. В каких союзах она будет это осуществлять, либо нейтрально, это уже не так важно, это второстепенно. Вопрос, который вы ставите, дилемма, для меня звучит ложной. Она не содержит главного. Какой будет такая Украина? Виталий, спасибо большое, что уточнил, потому что мы рассматривали сценарий, да, вот этот
ну, как-то это, демонтаж Зеленского, убрать Зеленского, а с ним самим что будет? Куда сбежит или что с ним произойдет, интересуется. Это уже частности исторические. Вам-то что с того, что будет с Зеленским? Вас это лично согреет, прибавит вам пенсию или что? Это уже не важно. Зеленский – это фигура молчания. Лично на вашей судьбе то, что произойдет с Зеленским, никак не скажется. Вы думаете о другом. Кто придет вместо Зеленского? С какими лозунгами, какую политику они будут осуществлять? Не приведут ли они к еще большей катастрофе, чем Зеленский? Или им удастся выпетлять? Вот о чем вам нужно думать. С Зеленским судьба и история распорядится. Может, сядет в тюрьму. Может, будет сидеть на почетной пенсии. Может, еще что-то. Это не так важно в данном случае. Конечно, хорошо бы осуществить правосудие. И наверняка запрос такой общественный будет. Но смогут ли его политики реализовать в будущем? Это большой вопрос. Так, зацепились за слово, причем несколько пользователей. России зачем война? Нахрена России нужна? Зеленскому рейтинг Европе, США, ослабление России. А России зачем? Ослабление Запада. И его давление на Россию. Которое российская страна воспринимала как объективно. Объективно существующее. Угу. Есть такое, значит, как россиянин, пишет пользователь, говорю, что санкции бьют больно. Вопрос. Как Украина и Россия будут восстанавливаться после войны? Мне кажется, что как после Первой мировой обе страны просто сколлапсируются. Это зависит от того, как закончится война и на каких условиях. Если с Россией будут сняты санкции, это да, один проект восстановления. Если не будет снят, это другой. Другой масштаб как бы бед, горести и организационных усилий, которые понадобятся ресурсов. Украина тоже большой вопрос, как будет осуществлен транзит, кто придет к власти, на каких условиях закончится война. Как бы там, какой проект Украина предложит строительство вместо сколлапсировавшей Украины. Украина уже сколлапсировала. Вопрос о том, что надо строить новую Украину какую-то, и какой ее в чертеж будет положен в основу и замысел, так и будет осуществляться восстановление. И тут могут возможны варианты по очень широкому диапазону. Самый оптимистичный – это полная смена проектности и человекоцентричный проект. Это то, что хочу сделать я. Самый реалистичный – это консенсус элит, как в Южной Корее, когда под давлением западных спонсоров, в том случае это были сами американцы, прекратились внутренние войны, разграбления всем корейским чеболям, то есть олигархическим группам ФПГшкам, как это, они заключили между собой договор работать на страну. Вот это было бы идеальное решение, да, под давлением тех же американцев и европейцев. Вообще, я вам скажу, что секрет экономических и политических реформ в тех странах, которых удалось, это 1150 американской армии на их территории. Это главный секрет. Когда мы говорим про секрет управления, там, про то, что вот они нашли необыкновенное решение, японцы и корейцы, это, конечно, да, но вы не забывайте, Да? что все хорошо, когда есть 1300 американского войска на вашей территории. Это, кстати, да. Ну вот поэтому западная коалиция репетирует там вот войск на территорию послевоенной Украины как элемент стабилизации ситуации политической, переходного периода. Это не против России, это для того, чтобы Украина не пошла путем гражданской войны, бунта, распада и так далее. Значит, здравствуйте, Александр. Интересная информация. Обсудите, пожалуйста, в интервью с Алексеем на сегодняшнюю ночь обстрел, прошлой ночью обстрел Измаила в одном из телеграм-каналов, нацеленных информационно на Одесский регион, увидел информацию, что прилет был в подстанцию. С глубоким интересом решил проверить в интернете. На первой же странице в поиске мне выдало сайт прямо с координатами. И это и всех остальных важных объектов. Но ведь это же открытая информация. Бери, заходи, срисовывай, отрабатывай. Как же так получается, что спецура вяжет попов, бабушек, дедушек, а информация, по сути, которая должна являться стратегически секретной, хотя бы касательно открытого доступа в интернете, вовсю транслируется во весь интернет, даже не нужна никакая разведка. Украинские спецслужбы не в состоянии заблокировать Викимапию, Google карты и другие навигационные там карты. Не хватает ни власти, ни полномочий, никто этого не будет делать на международном уровне. Поэтому, потому что в противном случае Google пришлось бы исключить 2/3 земной поверхности, на которой идут войны и военные конфликты. Так не работает, у них нет этих полномочий. А объектовая разведка противника, может, вы не знаете, но существует в военной разведке всегда такие люди, которые занимаются объектовой разведкой.
Это люди, которые в мирное время составляют карты всех этих объектов из всех открытых источников. Поэтому все подстанции, куда надо попасть, это все информация еще мирного времени. Раз. А во-вторых, надо понимать очень четко, что как вам сказать, Украина – это же бывшая часть народно-хозяйственного комплекса СССР. Да, все Поэтому знают. все архивы в Москве. Поэтому тут все гораздо проще. Так, Александр, задайте, пожалуйста, Алексею вопрос. Не кажется ли вам, что очень рискованно отдавать России Херсон, так как это плацдарм для наступления на Одессу? Смотрите, что такое отдать России? Вы же все не хотите думать, к сожалению. Или если хотите думать, думайте неправильно, не из той перспективы. Давайте начнем с самого начала. При той ситуации, которая существует сегодня в Украине и России, ничего отдавать нельзя. Отдавать можно было что-либо, например, только под Днепр, не отдавая правобережную часть Херсона. А был вариант, например, о котором говорили, в том числе говорили о переговорах, заморозить линию фронта, и чтобы не нарушать Российскую Конституцию, где вписаны 4 области, объявить, что захваченная территория и является Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областями Российской Федерации. А та часть, которая осталась в Украине, не является. Было такое решение, как проговаривалось в том числе как вариант. Имеет смысл только в случае, если работает весь комплекс причинно-следственных связей, например, большое межнациональное примирение между Украиной и Россией. Тогда бонусы от примирения, прекращения войны, национального примирения, пересчета всех причин, приведших к войне, исключения этих причин, создание новой системы коллективной безопасности в Европе, восстановление народно-хозяйственных связей, которые дали бы экономический прирост, и весь этот комплекс бонусов перевешивал бы временную отдачу территории, временную уступку. Понимаете, да? А если весь этот комплекс, но для этого Украина должна быть перестать антироссией, свернуть националистический проект, выйти на широкий проект, широкий, транзитный, занять совсем иное место в истории. И эта Украина могла бы иметь новые отношения со всеми своими соседями, включая Российскую Федерацию. И вот тогда на этом условии можно бы бонусы от такого смены проектности перекрывали утрату территории. Вот так звучит предложение, которое я озвучил Собчак, и к которому вы, видимо, апеллируете. А в том варианте, в котором Украина является сейчас антироссией, которая желает продолжать борьбу вооруженную с Россией. И, конечно, ничего отдавать нельзя, потому что это логика не мирного сотрудничества, а логика плацдармов. И добровольно вступать в плацдарм никому не надо. Проблема не в том, что Украина не может определиться с проектом. Проблема в том, что Украина неэффективна. Если вы хотите воевать, все очень просто. Воюйте. Тогда не надо воровать на оборону. Да? Тогда не надо воровать на энергетике и держать в энергетике российскую агентуру. Прямую российскую агентуру. Тогда надо по-человечески обращаться с солдатами. Проводить мобилизацию, как положено, делать солдатоцентричную, человекоцентричную армию, экономику, поощрять украинцев оставаться, правильно, максимально либерализовать бизнес, облегчать жизнь людям во время войны и так далее, и так далее. Весь этот комплекс мер, если вы хотели воевать. Но вы хотели вести себя, грабить как в мирное время, поддерживать грабеж, участвовать в грабеже или соглашаться быть жертвами грабежа и при этом выиграть войну у противника, который в несколько десятков раз сильнее вас в количественном, качественном отношении. Так не работает. А если вы не можете правильно воевать, то, наверное, не надо воевать. А надо вести политику так, чтобы примириться. И отдать 4 области в таком случае не является большой жертвой. Но попытались сесть одновременно на все стулья. И повоевать за чужие деньги своими жизнями. И пограбить на войне. Так не работает. Вот и все. Проясним еще этот... Поэтому, вот, секундочку, или мириться эффективно, или воевать, но тогда тоже эффективно. Вы же ни то, ни другое не можете. Проясним момент, это важно, потому что люди, я вижу, спрашивают у вас в чате, значит, почему российскую конституцию нарушать нельзя, а украинскую можно? И другой пользователь, кто заставлял Кремль включать еще не захваченные территории в свою конституцию? Первое. Украинскую конституцию тоже нарушать нельзя. Где вы слышали предложение нарушить украинскую конституцию? Но отдать территории – это нарушить. Отдать же не юридически. Я прямо это оговариваю Собчак. Прямо оговариваю здесь. Отдать де-факто. Напоминаю, прецедент ФРГ и ГДР. ФРГ в Конституцию включила
отказ от возвращения территории ГДР силовым путем в Конституцию, но не признала эту территорией Германской Демократической Республики. Понимаете, да? Это опора на реально существующий прецедент, который был рассматривает мировая дипломатия, в том числе все переговорные группы и все авторы переговорных и мирных планов. Потому что выдумать в современной дипломатии какие-то новые версии примирения конфликтов сложно. Обычно опираются на прецеденты, у которых были последствия, которые были просчитаны, предсказаны, как там могут модерироваться эти последствия. Но речь всегда шла о де-факто признании, а не де-юра. И как условие, например, примирения и создания системы коллективной безопасности в Европе, отказ от возвращения силовым путем, только дипломатически. Такая оговорка. То же самое было, например, с 3 республиками Балтии в составе СССР. Запад не признал Эстонию, Латвию и Литву республиками Советского Союза. Действовали всю холодную войну правительства соответствующие, которые потом символически передавали власть в 1991 году, там, в 90-м, новым избранному правительством 3 Балтийских республик. Ну, давайте еще точку поставим вот таким вопросом. В контексте коррупционного скандала всем очень интересно, Андрей тоже интересуется. Ну, во-первых, пишет: спасибо вам, Александр и Алексей, за вашу смелость. И, друзья, давайте так тоже. Это я обращаюсь к зрителям, которые смотрят у Алексея Николаевича, там тоже и на моем канале. Вот мы параллельно стримим. Не скупитесь на хорошие комментарии. Вот все равно, типа, понимаете, это все равно как бы это энергополе, это тоже как бы напишите что-то хорошее или напишите что-то, то, что думаете, там, как плохо в стране. То есть пишите, не стесняйтесь. Вот это вот очень важно. Мы же как бы там дерьмо всякое писать, знаете, много есть желающих. А если есть что хорошее сказать, скажите в комментариях обязательно, хоть в чате, хоть в самих комментариях. Ну и вот, Андрей, давайте финальный вопрос. Спасибо за смелость. Почему Миндичу не записать бы разоблачающие видео про все схемы, кто в них участвовал, чтобы себя обезопасить? К сожалению, законы в этой шайке таковы, что, скорее всего, он себя подставит очень сильно, если он запишет разоблачающее видео. Поэтому я скорее верю, что Мидич запишет много разоблачающего видео следователям ФБР. Это да. Существует мнение, что Израиль не выдает аж бегом. Поэтому в особых случаях, и поверьте, если США очень захотят получить Мидича, они получат его из Израиля, либо получат возможность с ним поговорить. Поэтому давайте посмотрим, куда будет развиваться эта драма. Вот. Но разоблачающее видео, я боюсь, видео придется писать не в Ютубе или в интервью с Гордоном, а где-нибудь для маленькой выездной симпатичной группы ФБР, где-нибудь в центре Иерусалима, в симпатичном кабинете. Вот. Поэтому пожелаем добра и счастья Тимуру. Вообще И всем, его друзьям, да. вообще всем надо. И Али Бабе, и 40 разбойникам, всем людям на земле. Да, Надо их, желать... сразу можем сказать, их ждет очень-очень много счастья в самые короткие сроки. Вот чтобы так вот концентрация счастья была. Счастья и любви. Я бы даже сказал так. Их ждет активная любовь. С пассивным Их участием. их будут активно любить. Да, Да, все. с пассивным участием. Все, кому не лень. Алексей Николаевич, спасибо большое за сегодняшний разговор и за этот эфир. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.